Здравствуйте, друзья! Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе в школе фигурного катания «Хрустальный», очень остро отреагировал на переход Алены Косторной к Елене Буяновой. Напомню, что чемпионка Европы уже во второй раз уходит из «Хрустального», и если в первый раз она переходила в Ангела Плющенко по собственному желанию, то сейчас, похоже, терпение Этери Георгиевны кончилось. Это косвенно подтвердил как раз Алексей Железняков. Хореограф в интервью заявил, что Косторная уже давно не появлялась и не тренировалась в «Хрустальном». По мнению Алексея, для такого классного тренера, как Елена Буянова, Алена будет балластом. Карьера Косторной закончилась на ее мизинце, рассказал Железняков в интервью «Спортэкспресс». Алексей заявил, что полностью согласен с Этери Тутберидзе, которая в конце прошлого года рассказала, что с подобной травмой можно работать и выступать. Со слов Железнякова, Буянова не даст чего-то нового Алене. Она будет требовать от нее работы, того же самого, что и требовала от фигуристки и Этери Тутберидзе. А Алена выпендривается: «Нет, я не хочу ничего. Это все понты. Есть дело и работа, а есть понты», рассказал Железняков в интервью «Спортэкспресс». Также Железняков добавил, что если человек не хочет работать, то смена тренера ни на что не повлияет. Алена только по пиару ходит. Когда-то она была чемпионкой Европы, а сейчас она никто, рассказал Железняков в интервью Матч ТВ. Алексей никогда в карман за словом не лез, чего стоят его пикировки с Евгением Плющенко. И пусть Железняков высказался в слишком грубой форме, но что скрывать, доля правды в его словах есть. Алена никогда не славилась желанием много работать, и это совершенно не отменяет ее несомненный талант. Похоже, что переход к Евгению Плющенко открыл своего рода ящик Пандоры для фигуристки. Алена встретила не самого строгого тренера. Думаю, у Евгения, который жил один в чужом городе, прошел через дедовщину, и все ради карьеры в фигурном катании, даже в мыслях не было, что кого-то надо заставлять работать на тренировках. В «Ангелах Плющенко» Косторная очень сильно забавила. Осознав, что переход был ошибкой, фигуристка попросилась назад, и ее приняли. Но, похоже, она так и не смогла полностью уйти в фигурное катание. Однажды, почувствовав, каков мир за пределами катка, Алена так и не смогла полностью отказаться от этого ради карьеры. Могла ли Этери Георгиевна вернуть ее в чувство? Думаю, что могла, постоянно подстегивая и задевая самолюбие. Но с учетом последних навалившихся проблем на тренерский штаб Тутберидзе, да еще и с выходом на взрослый уровень следующего поколения фигуристок, ей просто стало не до этого. Алена, несомненно, чрезвычайно талантливая фигуристка. Просто так выиграть чемпионат Европы у Анны Щербаковой и Александры Трусовой, которые на последней Олимпиаде заняли первые 2 места, на одной удаче невозможно. Поэтому хочу пожелать ей успехов с новым тренером и вернуть, наконец, злосчастный тройной аксель. В целом, фигурное сообщество по-разному отреагировало на переход Алены Косторной. Например, олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказалась такими словами: «Считая, что каждый человек имеет право на выбор. Спортсмен решил перейти к другому тренеру, значит, она чувствует в себе эту надобность. Комментировать это я никак не могу, потому что я не в процессе и не внутри команды. Желаю Алене удачи. Надеюсь, ей это как-то поможет», — сказала Навка. Алексей Ягудин сообщил, что о правильности перехода Косторной от Тутберидзе к Буяновой можно будет судить только после ее результатов на соревнованиях, а до этого момента сказать особо нечего. Серебряный призер игр 2022 Илья Авербух не остался в стороне и также высказался о переходе Алены Косторной. Авербух считает, что сейчас сложный момент, и что вполне возможно, Буянова найдет те ключики, которые помогут перезапустить карьеру Косторной. Надеюсь, у них получится найти оптимальные варианты перезапустить карьеру талантливой фигуристки. Она еще очень молода и многое может показать, сказал Авербух. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова сообщила, что она поговорила с Еленой Буяновой, и та взяла девочку, которая к ней очень просилась. Пока взяла до лета. Если будет работать и хорошо, то время будет продлено. Алена тоже перешла к хорошему тренеру. Что-то не складывается, там много хороших девочек. Не знаю, почему так вышло. Главное, чтобы все были в порядке, сказала Тарасова. Глава Федерации фигурного катания Александр Горшков сообщил, что пока от Косторной нет ни заявлений, ни решений, поэтому комментировать он не будет до тех пор, пока не появится официальных документов. Ну а генеральный директор Федерации фигурного катания Александр Коган такими словами прокомментировал:
Будет тренироваться Косторная у Буяновой или нет? Наверное, будет. Я не очень понял, почему все так возбудились вокруг перехода Косторной. Тут Беридзе прекратила с ней работу, сказал Коган.